Приветствую всех на моем канале о плетении, вязании и просто о жизни. Сегодня я решила продолжить свои эксперименты с окрашиванием трубочек. У меня есть вот такое вот добро, сосновые и еловые шишечки. Кстати, кто не знает, вот это шишки сосны, эти большие шишки это еловые. И я хочу сварить из них морилку. Шишечки у меня старенькие уже, завалялись, так сказать. Они уже даже открылись. Но я думаю, это неплохо. Семена высыпались, я их выбросила, конечно. Кстати говоря, к своему большому удивлению, я недавно узнала, что вот из сосновых шишек действительно варят варенье. Помните в мультике, где Маша варила медведю варенье? Оказывается, это действительно так. Ну, естественно, не из таких, а с молоденьких зеленых. Ну, вот для меня это было открытие. Сейчас я эти шишки пойду помою, чтобы убрать лишнее. Где пыль, где-то, может быть, семена остались. И, да, вот прям сыпется изнутри. Я их хорошенечко помою, а потом просто возьму и залью горячей водой, чтобы они настоялись. Мне кажется, в таком случае они дадут цвет значительно лучше. Я сначала хотела делать отдельно, сосновый отдельно, еловый отдельно, но потом я смотрю, у меня этих совсем немножечко сосновых, поэтому я решила все смешать и буду экспериментировать. Итак, я помыла, очень хорошо помыла шишки, но вижу, что все равно всплывают где-то чешуйки, где-то семена, где-то вот всплыла даже иголочка. В общем-то, я на это дело заморачиваться не буду, потому что морилка в итоге все равно будет процеживаться. Дальше я просто залила горячей водой, не кипятком, а такой водой, чтобы спокойно держала рука. Прошло буквально 3 минутки, и посмотрите, какой приятный цвет получается. Я хочу сказать, что он прям на глазах темнеет, просто на глазах. Я, наверное, уже где-то говорила, что я долго жила в лесах, где в местах, где лес до небес, муж у меня военный. Поэтому я прекрасно знаю, что чем дольше лежит шишка в воде, тем темнее будет водичка. Такой результат я и хочу получить. Оставляю свои шишечки раскисать и отдавать цвет на несколько часов. Сколько будет у меня они стоять, я скажу чуть-чуть попозже. Но уже сейчас прям видно, очень красивый цвет. Прям очень. Естественно, что трубочки такими не получатся, но чем темнее будет цвет, тем и темнее будут наши трубочки. Поэтому все, оставляю, жду. Одну вечность спустя. Шучу, конечно. Через 3 часа водичка приобрела вот такой вот цвет. Темно-коричневый. Я ради интереса оставила еще на 1 час. И хочу сказать, что цвет не поменялся. За это время шишки закрылись. Как сосновые, так и еловые. Очень интересное свойство. Я не ожидала такого. Теперь я пойду перелью эту водичку в другую емкость, измерю, какое количество здесь, и буду делать дальше. Вот такое количество будущей морилки у меня получилось. В этом кувшине ровно 2,5 литра. Я только вот сейчас подумала, что можно было бы поменьше воды взять. Тогда морилка была бы погуще и, соответственно, прокрашивала бы интенсивнее. Ну, что получилось, то получилось. С учетом того, что какие изделия я плету, а я, так сказать, крупнокалиберный мастер, я думаю, что этой морилочки мне как раз хватит. С учетом того, что, возможно, придется красить 2 раза. Шишки я не выбросила. Они все так же коричневые. И я попробовала чисто ради спортивного интереса еще раз залить их водой.
Воду на этот раз взяла погорячее и примерно литр, может даже немножечко меньше, залила, оставила и посмотрю, что получится. А в эту морилку, поскольку здесь 2,5 литра, я добавлю 2,5 столовые ложки соды, поставлю на огонь и дам прокипеть. Итак, как я и сказала, я кипятила всего 10 минут. В это время на кухне стоял очень приятный запах хвои. И хочу обратить внимание, что во время кипячения, в тот момент, когда я добавляла соду, смесь начала очень сильно пениться. Она дошла прям до краев кастрюли. Поэтому, если будете делать такую же морилочку, то будьте внимательны и берите кастрюльку повыше. Ну, а теперь, собственно, будем проверять, что же получилось. Я беру свои трубочки и пробуем. Итак, вот результат. Это один раз я макнула. Одну трубочку я макнула заранее. Она у меня немножечко подсохла. И вот второй раз окрашивание проходит. И вот что получается. Если, конечно, вы ожидаете какой-то цвет такой ядрёно вырви глаз, типа темного шоколада плитки, конечно, он такой не получится. Но результатом я больше чем довольна. Натуральный древесный цвет. Хоть один раз. Так вот. Минуточку. Я взяла белый лист, чтобы лучше видно было контраст. Вот это. Вот это покрашено один раз. А вот это покрашено дважды. Результатом я очень довольна. Очень. И если учесть, что у меня ушло буквально 3 минуты помыть шишки, залить кипятком, ну не кипятком, горячей водой и оставить, а потом проварить 10 минут, это более чем довольно. Ну и, конечно, я хочу еще попробовать, как будет такая морилка на древесине. Я нашла вот такую вот палочку деревянную. И смотрим, как будет смотреться. Это один раз. С учетом того, что палочка у меня не совсем белая прям, ну и она, конечно, старенькая, я вообще ее нашла в кладовке. Поэтому я думаю, что и для обработки древесины такая морилка тоже подойдет. А если 2 раза покрыть, а 3 будет вообще обалденный цвет. На этом все. Я со всеми прощаюсь. Экспериментируйте, не бойтесь, у нас все получится. А тем, кто понравилось, подписывайтесь. Будем плести вместе. Ну и, конечно, я желаю всем мирного неба над головой.